ночном пароме мы плывем в Иран из Объединенных Арабских Эмиратов, из Шарджи. ГГшку засекьюрили. Ферри сам по себе пустой. Вообще пока никого нет. Практически, ну в смысле в грузовом отсеке никого нет. Посмотрим, как будет наверху. Если меня, конечно, здесь слышно, что я говорю. В новостях накануне писали о взрыве в порту Бандар-Аббас. Не лучший фон для отправления. Пустота в грузовом отсеке делала атмосферу еще напряженнее. Кажется, мы действительно плывем навстречу неизвестности. Попытались улыбаться, но внутри тревога все еще держала нас. Год назад я выехал из салона на том самом гусе с доброй мордой, который ушел в историю. Приглашаю вас присоединиться к по-настоящему большому путешествию, которое начиналось как дорога из Дубая в Исландию. Но жизнь внесла свои коррективы, и не раз. Я сам еще не знаю, куда приведет эта дорога. Утро на палубе было совсем другим. Свет развеял тревогу, но Иран все еще оставался загадкой. Персидский залив очень тихий, совсем не штормило, прям как по зеркалу сегодня. Иногда, когда какой-нибудь, видимо, с кораблем расходимся на его волны, так потихонечку поштормит. Не поштормит, а покачает. Так. О, часы мне запикали. 7 часов по Дубаю. С Ираном разница минус 30 минут. То есть сейчас 6:30 по иранскому времени. Значит, сейчас мы доезжаем. Посмотрим, сколько все формальности займут времени, а потом будем решать, то ли мы движемся дальше, или где-нибудь остановимся в районе Бандар-Аббаса. Когда онбординг происходит на ферри, там до лестницы поднимаешься снизу сюда, на вот эту палубу пассажирскую. Там капитан всех встречает. И когда он узнал, что мы на байке, он так тепло-тепло нас встретил, прям аж пожал руку, такой обрадовался, может, он сам байкер. Я думаю, может, поэтому нас так тут гостеприимно приняли. Вот нам дали такой вот столик с такими длинными, что можно спать. Полный рост даже я практически, практически там, может быть, за исключением 15 сантиметров, как в поезде полка. То есть ноги свисали у меня не больше, чем как обычно в поезде, в плацкарте. Вот так вот. Непонятно почему, но почему-то вот они сами к нам подошли, став уже не капитан, когда уже тронулись после обеда. Говорит, покушайте, и мы вас пересадим в более удобное место, чтобы вы могли комфортно спать. Вот такие дела. Вот мы приплываем к Бандар-Аббасу. Слева уже видны острова. На горизонте дымка. Возможно, не очень будет хорошо видно на камере. Но вон они, острова на горизонте. Первое знакомство с Ираном было через формальности.
Оформление, то ли нас, то ли ГГ, заняло 5 часов. Мы просто сидели и ждали. Заполняли бумажки, ставили отпечатки пальцев вместо подписи и снова ждали. Вокруг знакомые лица с парома, почти все челноки. Путешественники, только мы и еще 2 парней, которые гнали Вранглер из Дубая в Россию. То ли процедура и правда такая длинная, то ли мы просто ждали, пока челноки оформят свой товар. Но в какой-то момент навернули все бумаги, сразу за нами порт закрылся, а Иран открылся. Мы сейчас остановились в Бандар-Аббасе, гуляем. Пока что нас тут везде угощают. Зашли сок попить. Там человек, он моряком работает в Каспийском море, в флотилии где-то. В Астрахани, Махачкале. Угостил нас соком. Шли, хлебушек продают. Тоже сказали, берите так, не надо платить. Пока впечатления хорошие. Будем посмотреть. Лапоть, котлета за отель 35 миллионов. Сейчас мы едем по хайвею в направлении города Шираз из Бандар-Аббаса. Надеюсь, сейчас будет съезд с хайвея. Посмотрим, что там будет на другой дороге. Видны уже горы. По идее, мы должны выбираться поближе к горам. Сейчас вон ГГшка показывает 41 градус тепла. Посмотрим, как будет. Судя по всему, мы продолжаем по хайвею, потому что грузовики поперли туда тоже. Что-то не работает здесь навигатор ГГшки, который родной BMW Connector Ride навигатор. Вот он как застрял на шардже, так и стоит там стрелочка, совсем не двигается. Может, это как-то связано с санкциями. Чё бы он ни с того ни с сего сломался. پروی سر من مال سر دسیری یار چار قلب است فهم اسمنی کمینو تا سیلی کنه سیل میکنه نسر زمینو تا سیلی کنه سیل میکنه نسر زمینو احتد الاخلاطی دیلیش بس کملوسه دشمن خودیام دوم آخمم یارم عروسه خواستم وش بگم مشتک کنیسیم ریمینی آبو پیریت نیار زندگی دل دیر شابو پیریت نیار زندگی دل دیر شابو دل بالبالی زنوستی یار جونی آخسی جوونی تخش سیار بخونی یار بانگیت بکنه
بگه عزیزم من چیستید بریزم تنبی بیت مریزم. На дороге остановились покушать. Прямо вот на дороге. Кебабчик. Курица. И помидорчик. Хороший торт. Лимон. Лимон. Неплохое местечко. Заплатили 2,4 миллиона за 2 кебабчика. Продолжаем дорогу. Google пишет, что до точки, куда мы планируем доехать, там до хоумстея, 500 километров. Вряд ли мы сегодня домчим, потому что уже то ли 3, то ли полчетвертого, я не знаю, ГГшек перевел часы или нет. По-прежнему 41 градус. به افتخار امین عزیز خانمش جلوانه که Дорожка стала такая петляющая, намного интереснее, чем хайвей. Есть машины. Можно ли это назвать трафиком, не знаю. Но иногда, чтобы обогнать, приходится чуть-чуть подтащиться за кем-то, потому что встречка идет. А по большому так счету нормально. Дорожка приятная. Вот она меж гор идет. Пока не пойму, ползем мы в гору или не ползем. Температура что-то не падает. Тут что-то, похоже, сплошная полоса, она опциональная. Вот за этим товарищем никто не тащится, кроме меня. Все нас обогнали, а мы едем. Вот я пытаюсь понять, это весь подъем будет такая полоса, или нам тоже можно посчитать ее за опциональную и по ней обогнать. О, сейчас будет тоннельчик. Посмотрим, что там будет за тоннельчик. А после тоннельчика, может быть, обгоню. А, нет, за нами там кто-то тащится. Какая-то старенькая колымага. Может быть, ее просто сил не хватит обогнать. Вот он и тащится. Вот, показывают обогнай, похоже. Левым поворотником поморгал. Ну, давай. Спасибо. Проехали через сплошную. بانگش بکنه بگه عزیزم من چیسید بریزم تنبی بیت مریزم. افتخار امین عزیز، مرسی دوست عزیز، شما شرطیم کردم، مرسی. Эта песня популярная в Иране. Мне понравилась. Я думал про птичку, невеличку. Потом ChatGPT спросил, оказалось, он там от любви убивается. Все равно хорошая. А слова ничего не значат. پخش شده در وبسایت ناکامان.